Всем привет! В этом ролике мы посмотрим с вами на новый Deep Life Cam 2.7 Pro. Большое обновление с очень мелкими, но очень приятными улучшениями. Также есть новые модели, улучшенный FPS, полный unlock, поддержка в интерфейсе различных языков. В общем, что можно сказать? Софт становится все лучше и лучше, и это на данный момент лучшая версия Deep Life Cam. Я думаю, вам нужно увидеть это прямо сейчас, поэтому поехали смотреть. В начале обзора вы можете зайти по ссылке в описании на GitHub и поставить здесь звездочку для поддержки этого проекта. Также здесь представлена бесплатная версия и представлены все видеоролики на тему Deep Life Cam всех предыдущих версий. Если вас интересует этот софт, то обязательно посмотрите. Здесь все очень подробно про Deep Life Cam. Ну что, запускаем Deep Life Cam 2.7 Pro. Видим перед собой вот такое вот новое окно, обновленный интерфейс. Значит, язык интерфейса будет именно такой, какой стоит в вашей операционной системе. То есть здесь у меня в операционной системе сейчас вот стоит для примера английский язык, и мы видим то, что все здесь на английском языке. Что у нас здесь нового? Здесь мы видим, значит, у нас появилось две новые функции, которые нужны для того, чтобы, если, допустим, перед вами стоит микрофон или, к примеру, рукой вы будете касаться лица, то это будет теперь максимально естественно выглядеть. Сейчас мы посмотрим, как это будет в действительности. И перед запуском тестов я хочу сразу уточнить то, что сейчас мы будем тестировать на ноутбуке и на видеокарте RTX 570 на 8 гигабайт. Прежние ролики я делал, и там были тесты в основном всегда на RTX 3080 Ti на 12 гигабайт. Эта карта хоть и более позднего поколения, но она мощнее. В этом ноутбуке RTX 570, конечно, меньше тензорных ядер, поэтому будет, возможно, чуть меньше FPS, но все равно вы сможете увидеть, как это работает, какое качество выдает, и примерно сопоставлять свой результат. Так, ну вот мы запустили Киану Ривза. Это у нас дефолтные настройки, абсолютно ничего не включено, просто быстрая модель, без какого-либо апскейлера, и просто вот лицо Киану Ривза. Как видите, вот я говорю, очень хорошая мимика, хорошо действительно прям в голос вот работают губы. Вот все выглядит теперь вот так вот просто при дефолтных настройках. И в такой, так скажем, средней освещенности у меня просто вот одна кольцевая лампа сейчас, и больше в этой комнате никакого света нет. И теперь давайте посмотрим на вот новую функцию. Ранее, если вы делали, к примеру, вот так, то вот вы получали вот такой вот артефакт. Теперь вы включаете, чтобы убрать этот артефакт, и все. Видите, вот уже это уже лучше. И теперь этого нет. Вот включено, вот выключено. Вот, теперь это можно, так скажем, вот так вот пофиксить, особенно если у вас спереди будет стоять микрофон, либо какое-то устройство, либо просто вы вот так вот решите сделать рукой. Далее, что у нас еще есть? Теперь у нас есть еще одна новая функция, которая убирает, так скажем, слет маски, и в любом случае она, то есть, никуда не денется. Вы включаете ее здесь, и теперь, если вы там сильно, к примеру, кружите головой, то есть маска всегда на месте, и даже если вы выходите за кадр, то кадр просто остановится, и когда вы вернетесь обратно, будете в маске. Видите? И теперь при любом случае, что бы вы ни делали, в кадре будете только всегда вы, именно с тем лицом, которое вы здесь, так скажем, закрепили. Теперь по поводу FPS, вот я включаю счетчик, и сейчас мы видим то, что вот просто дефолтные настройки, я получаю 31-30 FPS на RTX 570 8 гигабайт ноутбук. Вот прямо сейчас вот вы видите, как это работает. Теперь мы посмотрим еще у нас другие функции и посмотрим, так скажем, улучшение лица, чтобы это было еще лучше. Давайте теперь включим вот такой вот апскейлер, к примеру, вот самый первый. И вот мы получаем уже меньше FPS, но мы получаем уже другого качества лицо. То есть вот вы видите, как это выглядит. То есть качество стало лучше, но FPS стало меньше, но это выглядит уже намного лучше, чем раньше. Раньше вы могли получить 5 FPS, тем более на ноутбуках, а теперь это в целом даже уже очень хорошо, и можно уже этим пользоваться. Следующая модель, так скажем, следующий апскейлер даст нам чуть меньше еще FPS, но качество тоже еще сильнее выросло. Теперь еще один апскейлер.
Здесь мы получаем 5-7 FPS. Ну да, это уже годится больше только для обработки готовых видео, а не для лайв. То есть также вы должны помнить, что этот софт можно использовать для обработки готовых видео. И когда вы будете использовать апскейлеры, то там в любом случае будет 30 или 60 FPS, в зависимости от того, какое видео вы загружаете. Вот этот апскейлер нам выдает хорошие, такие стабильные 21, 22, даже почти FPS. И качество лица, вот вы видите, тоже очень хорошо выглядит. Так что если вы хотите пользоваться апскейлером, то я рекомендую вам вот именно вот этот вариант. При нем остается достаточно рабочий FPS. И более тяжелый, самый последний, он выдает также 7.6. Я думаю, да, это больше все-таки не для лайв, а для готовых видео. Поэтому для лайв использовать следует, я думаю, вот этот вот апскейлер. Он даст вам в любом случае, какая бы видеокарта у вас ни была, больше всего FPS. Ну и также без апскейлера, я уже вам показывал, вот такой вот результат мы можем видеть. И я все еще даже, так скажем, считаю, что это очень хороший результат и для веб-камеры, там, для какого-то там развлечения, там, позвонить другу и так далее. Это выглядит все равно очень естественно и очень хорошо, даже просто при дефолтных настройках. И еще давайте вот посмотрим на такую новую функцию, значит, это автоподгонка, так скажем, маски под ваше лицо. Вы видите то, что, вот, к примеру, здесь как будто есть какой-то второй подбородок из-за того, что маска не совсем подходит на мое лицо. Теперь вы можете здесь вот зайти, включить, значит, автоматическую подгонку, включаете и все, видите? Этот эффект пропадает и маска становится более реалистичной именно по тому формату, который представлен вот здесь вот на картинке. Также вы можете включить более натуральное лицо. Вот видите, да? Такой, то есть, как бы вариант. И вот такой еще вариант. То есть теперь у вас есть возможность именно подогнать маску под тот формат, который, на ваш взгляд, и вообще в целом выглядит более реалистично с помощью этой функции. Особенно если у вас, к примеру, там появляется какой-то второй подбородок из-за наложения маски, которая не подходит как бы на формат вашего лица. То есть теперь эта проблема также решена. И решается она с помощью вот этих вот простых функций, которые вы в режиме реального времени можете применить и посмотреть на себе. Далее давайте включим новую модель и посмотрим, сколько FPS она выдает и как вообще она выглядит. Это вот новая модель. Ее еще называют более чистая модель в плане того, что здесь, конечно, меньше шумов, но по мне Киану Ривз здесь выглядит, вот, допустим, немного как-то угловатым, как будто вот, ну, не такой он реалистичный, как вот в прошлой модели. Это вот уже с автоподгонкой. Можно это выключить, вот так вот это выглядит. И также мы можем применить различные апскейлеры к этой модели. Выдает она также прекрасные 30 FPS. Давайте начнем вот с такого. Вот такое вот мы получаем качество лица. В целом выглядит это неплохо. Здесь у нас 10 FPS, качество выглядит вот так. Ну, здесь уже совсем тяжелый апскейлер, я думаю, его нет смысла принять в лайв. И вот опять же, точно так же рабочий вариант. Это вот этот апскейлер, можете спокойно выбирать, получаем комфортные 20 FPS, никаких лагов. Это очень хорошо выглядит. Ну и давайте теперь какое-нибудь другое лицо, потому что, мне кажется, Киану Ривза слишком много в этом видео. Ну вот мы добавили Криштиану Роналду, это у нас простая модель с вот этим вот апскейлером. Выглядит это в целом очень и очень даже хорошо. Это вот без каких-либо апскейлеров, просто дефолт, много FPS, такое более вебкам, такое типа разрешение, более даже, можно сказать, естественное в каких-то моментах. Вот мне даже такой вариант очень устраивает, но мы давайте вот посмотрим вот еще раз таким апскейлером. Да, теперь это выглядит очень хорошо, даже вот в 21 FPS это очень рабочий вариант. Многие люди даже вот говорят, что им 15 FPS достаточно, но 21 FPS, 22 это уже прям отличная картинка. Далее что у нас?
Какие способы вообще есть повышения FPS? К примеру, если у вас слабая карта. Теперь вы в Deep Life Cam можете выбрать разрешение 480p. Вот мы сейчас на нем именно все это смотрели. Но есть возможность теперь выбрать еще ниже разрешение для того, чтобы рендер для вашей видеокарты был легче. И она справилась и дала вам больше кадров. Давайте вот включим сейчас и посмотрим, сколько будет здесь FPS при 360p и какое будет качество. Вот 360p, вот такая вот картиночка. Но в целом ничего не особо не поменялось именно на вот 570 RTX на 8 гигабайт. В целом все так же, 30 FPS при 360p, но если у вас будет видеокарта слабее, чем это, то скорее всего вам это прибавит FPS. Но здесь вот конкретно прибавки практически никакой нет. С апскейлером, к примеру, мы сейчас посмотрим. Ну, чуть более чище, возможно, да, на пару FPS, но не более. Если бы была видеокарта более слабая, можно было бы ожидать какую-то существенную прибавку с помощью снижения именно вот разрешения здесь. Ну, в режиме Shorts мы здесь видим с вами тоже в целом особо какой-то сильной прибавки нет. Это вот просто дефолтный режим. 32-33 FPS, теперь, так скажем, эта грань немножко более ровная, как в режиме Shorts, как и в обычном режиме. Далее давайте подрубим, к примеру, вот этот апскейлер. Ну и здесь вот в режиме Shorts с улучшением лица мы получаем хорошие 22 FPS. Вот, но в целом те, кто хотят, могут использовать обычный режим и этот режим. Но если у вас также видеокарта более, так скажем, слабая, вы можете использовать этот режим, и именно в нем, возможно, у вас будет больше FPS, чем в обычном режиме. Ну а сейчас для теста я просто покажу вам несколько лиц, мы посмотрим, как они выглядят в новом Deep Life Cam. Ну давайте начнем, к примеру, с Илона Маска. Вот у нас Илон Маск, это обычная модель с апскейлером. Вот такой вот Илон Маск. Здесь, если мы выключим его, ну как бы вот он такой немножко становится заблюренный, зашоренный, как бы местами, как я еще раз повторюсь, даже более естественный там по веб-камере. Но это тоже очень хорошо выглядит. Это не выглядит, я бы сказал, как-то неестественно. Это выглядит очень-очень-очень реалистично. Ну, давайте теперь посмотрим на... Пусть будет, вот, к примеру, Брюс Ли. Также стандартная модель с апскейлером. Выглядит он вот так вот. И без апскейлера также вот мы видим вот такое вот лицо. Да, это выглядит очень хорошо. Действительно, я считаю, что Deep Life Cam 2.7 Pro это лучше, что есть сейчас. И во всех просто отношениях, в плане качества, в плане функционала, того, как здесь можно все очень хорошо настроить, как просто этим пользоваться, и в плане оптимизации под все видеокарты. Того как бы вот разнообразия моделей апскейлеров, которого раньше нигде не было, здесь они как бы все уже работают очень хорошо. Ну вот с апскейлером. Вот давайте Лео Месси. Лео Месси вот у нас здесь. Прям вот с чемпионата мира только что вернулся. И нет слов у него, нет слов. Это вот с апскейлером, обычная модель. Вот как бы видите все настройки. Это у нас без апскейлера вообще, то есть полный дефолт, самые минимальные настройки. Вот сейчас глянем, вот Павел Дуров здесь у нас подъехал, тоже с апскейлером. Стандартная модель, выглядит это очень хорошо, вам есть с чем сравнить, особенно кто смотрел прошлые ролики, я вам рекомендую посмотреть, там есть ролик, где чисто с его лицом вы можете наглядно посмотреть, какой прогресс, какая разница. Это вот просто самый дефолт, уже без апскейлера, и тоже это выглядит очень хорошо и очень реалистично. Ну и напоследок я вам вот Анджелину Джоли в капюшоне включу, как будто у нее нет бороды, вот так вот она выглядит. И давайте с апскейлером посмотрим. Ну вот так вот, вот такой вот результат. Так что если у вас есть там такой отличный парик или капюшон, или кепка, или что-то еще, в целом вы можете кому-то позвонить вот в таком обличии забавном. Это тоже теперь очень хорошо выглядит.
Ну и на этом все. Deep Lifecam 2.7 Pro готов уже по ссылке в описании. Также дополнительно вы получаете гайды по Deep Lifecam, как это вывести в любые сервисы, как позвонить там своему другу, как этим пользоваться, а также дополнительный софт, который будет очень многим полезен. И вы узнаете также все о Deep Lifecam, что можно знать именно там. Переходите по ссылке, приобретайте, пользуйтесь и получайте удовольствие. На этом все. До новых встреч. Пока.